Приветствую всех на канале «Я строю дом на Алтае». С вами снова я, Комаров Алексей. Сегодня расскажу о том, как я армопояс утеплял. Чтобы уменьшить теплопотери через армопояс, помимо газобетона со стороны улицы, я решил добавить экструдированный пенополистирол. Толщину я выбрал 30 мм. Таким образом, на армопояс остается 170 мм. Мой выбор пал на Пеноплекс Комфорт. Почему? Да просто по цене устроило. Можно было и дешевле в Леруа взять, но отзывы почитал и передумал. Высота армопояса у меня получается 150 мм. Поэтому я стал распускать ЭППС на полосы именно такой ширины. Для этого мне понадобились угольник и уровень для разметки и нож для отрезания. Попробовал пилкой, получилось ужасно. Края рваные, это просто ужас. А ножиком аккуратно разрезаешь по разметке до середины, потом ломаешь, и получается довольно ровный шов. При складировании нарезанных полос я столкнулся с тем, что они постоянно пытаются улететь. Пришлось придавить отрезанными кусками газобетона. В целом, работа не вызывает трудностей и делается на одном дыхании. Помимо газобетона для пущего утепления внешней стенки армопояса, я еще буду добавлять 30 мм вспененного экструдированного пенополистирола. Чтобы это все не отпало и не всплыло во время заливки, я купил клей-пену для пенополистирола. Это был единственный клей-пена, поэтому я выбрал Технониколь. Сейчас у меня тут еще много осталось клея для газоблока, очень много, почти целый баллон. Я его сейчас сниму, но перед тем, как поставлю пену, надо обязательно сделать промывку, потому что как поведут себя совместно эти клея, смешавшись, никто не знает, никто не проверял, но смешивать их не рекомендуется. Поэтому, пистолет новый, рисковать неохота. Так что сейчас я меняю баллоны и пробую приклеивать ЭППС. Для того, чтобы приклеить ЭППС, я с помощью пистолета наношу клей-пену для пенополистирола аккуратной змейкой, толщиной примерно 1 см. Потом придавливаю все это к стене и подпираю отрезанными кусками газобетона. Они здесь мне пригодились. Обязательно шов между соседними кусками ЭППС я тоже пропениваю, чтобы соединение в этом месте было хорошим. Получилось довольно-таки неплохо. Верх ЭППС я потом еще немного подшлифовал в тех местах, где он выступал над газоблоком. Мне кажется, все удалось, и я этому очень рад. Дальше остается армирование, но об этом в следующем видео. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки, нажимать на звоночек, чтобы не пропустить новое видео. Делитесь в соцсетях, чтобы помочь развитию канала. А я прощаюсь с вами. До новых видео. До свидания, друзья.